Индивидуальность любого человека проявляется в его цвете волос, одежде, строении тела, рост, габариты. Это и делает каждого из нас достаточно уникальным. Кто-то имеет глаза-хамелеоны, которые могут трансформироваться из зеленых в карие, с примесью голубого или слегка желтого цвета. И это удивительный феномен. Но что еще более поражает, это то, что в мире существуют люди с полностью черными глазами. Как же себя вести с такими людьми и представляют ли они опасность? Сейчас расскажу. Казалось бы, встретить человека с темными глазами, что здесь страшного? Если бы это был просто темный зрачок, то это не вызывало бы какого-то страха. А вот когда глаза полностью черные, то невольно задумываешься, что же за демон перед тобою. Эти создания походят на детей возрастом от 6 до 16 лет. У них бледная кожа. А самое главное, они обладатели черных глаз. У этих существ отсутствуют зрачки и нет радужной оболочки. Имеются только черные глазные яблоки. Дети разговаривают, но не совсем детскими голосами. Эти голоса вызывают у людей тревогу и страх. Они слишком холодные, монотонные, лишенные эмоций и чувств. Около 40 лет тому назад произошла первая встреча человека с ребенком, который обладал черным цветом глаз. Одна девушка со своими друзьями хорошо проводила время вблизи от леса Канок-Чейз, но спустя время она услышала громкие крики ребенка. Побежав к тому месту, она лишь успела заметить, как темный силуэт удаляется, но догнав его, она увидела, что это маленькая девочка лет 5-6. Обернувшись, у нее были страшно черные глаза, которые смотрели в самую глубь души. Моментальный и сильнейший страх пронзил все тело девушки. Сама же девочка повернулась и убежала вглубь леса. Многочисленное количество теорий просто-напросто запутывает людей. Есть теория о том, что они пришли из параллельного мира к нам, чтобы навести здесь шума. Другая история о том, что они как-то связаны с инопланетянами. Еще версия, что они появляются исключительно в образах детей и напрямую связаны с демонами. Сначала они что-то просят, а затем исчезают. Распространенная версия заключается в том, что такие дети – это настоящие призраки, которые однажды покинули этот мир, но по тем или иным причинам вернулись на Землю, но уже в злом обличии. Вот немного интересных фактов. Черный оттенок глаз во многом говорит об отсутствии радужной оболочки аниридин, которая влечет за собой снижение зрения. Черным цветом глаз обладают очень сильные, волевые, красивые, но в то же время непредсказуемые люди. Люди с черными глазами незаслуженно считались недоброжелательными. Бытовало мнение, что если столкнуться глаза в глаза с обладателем черных глаз, можно заразиться его негативной энергетикой, которая впоследствии дурно отразится на характер. А еще в далеком 2012 году вышел такой фильм под названием «Черноглазые дети». В течение всего одного года жуткие создания стали максимально популярными во всем интернете, а количество историй о встрече с черноглазыми детьми выросло в десятки раз. Говорят о том, что дети с темными глазами появляются в различных местах, где людей совсем не должно быть. Они могут просто подойти к автомобилям и смотреть в них, либо стучаться в жилые дома и говорить, чтобы их впустили. Но самое главное, они никогда не входят самостоятельно, если разрешения нет. Соответственно, возникает мысль, что такие существа могут быть нечистью в чистом виде. Одним поздним вечером в 1996 году журналист по имени Брайан Бэттл сидел в своей машине возле кинотеатра. В этот момент к нему подошли два незнакомых ему мальчика, которые попросили подвезти его домой. Те самые ребята выглядели на 10 и 14 лет, но стоило этим двум мальчикам подойти ближе к машине, как тут же журналисту стало максимально не по себе, и он занервничал. Когда Брайан увидел взгляд детей, все в голове сложилось, и он понял, почему нервничал. Глаза этих детей были на 100% из черного цвета. Испуг был настолько сильным, что была включена задняя передача, и автомобиль резко поехал назад под руководством журналиста. А когда он поднял свой взгляд, то увидел, что никого нет. Когда Брайан опубликовал свою историю в интернете, то многие люди стали также делиться своими историями о встрече с такими детьми. Говорят о том, что подобные встречи случались намного раньше, задолго, чем за 40 лет назад.
Есть одна распространенная легенда о том, что такой ребенок подходит к обычному человеку и просит стакан воды, еду или сделать звонок по телефону. Но на самом деле они являются демонами, и несмотря на свои элементарные действия, за собой они несут череду неприятностей. Случалось даже так, что подобные встречи попадали в объектив камеры, но по всем канонам ужасов в этот момент камера начинала работать неисправно, и данный отрезок просто пропадал. На вопрос о том, как же победить этих сущностей, ответ таится на самой поверхности. Самое главное не открывать дверь таким сущностям, и тогда они ничего не смогут сделать. Если брать расчет из того, что это демоны, то не идти с ними на контакт, не подпитывать их своими эмоциями, не создавать зрительный контакт. Однако не все соблюдали меры безопасности, и одна женщина пустила таких детей в дом. В 2016 году история одной женщины в интернете удивила множество людей из Вермонта. А именно, она встретила детей с черными глазами и пустила в свой дом. Все было достаточно просто. На улице бушевала сильная метель, как в дверь раздался стук. На пороге стоял мальчик и девочка лет 8. Они были довольно легко одеты, и хоть женщина испытывала тревогу внутри, она все равно впустила их в дом. На любой вопрос женщины дети отвечали, что их родители скоро приедут. Она смотрела в их темные глаза, когда они одновременно сказали, что должны сходить в туалет. Женщина старалась сохранять спокойствие, указала им в сторону ванной комнаты. Через мгновение у ее мужа началось кровотечение из носа, выключился свет, а когда она подтянулась к своему платку, она увидела детей, стоящих в коридоре и молча смотрящих на них. «Наши родители здесь», — сказали они, и направились к двери. Сейчас до конца неизвестно, к какому происхождению стоит отнести данных существ. Ведь они появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Их цель – это явно не завладеть этим миром. Их задача как можно больше навредить простым людям, которые никого не трогают и не знают мер предосторожности, прямо как та самая женщина из 2016 года. Однозначно точно стоит разделить людей с черным оттенком глаз и тех, у кого все пространство глаз занимает черный цвет. Первые – это действительно люди, а вот вторые – непонятные существа, которые желают зла и создают его. И если когда-нибудь вы встретите такого недочеловека, помните, что открывать дверь ему нельзя. Вот такая вот история. Ну что, ребят, перед окончанием ролика хотелось бы вам сказать то, что скоро вас ждет 2 новых проекта. Об одном из них мы уже давным-давно говорили и, в принципе, анонсировали его, поэтому на самом деле осталось совсем чуть-чуть, потому что следующий ролик — это как раз-таки наш новый проект, который мы готовили очень долгое время. Ну и про другой проект вы тоже совсем скоро узнаете. Поэтому обязательно следите за нами и, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока!